Всем привет! Как всегда, новое видео по понедельникам. Сегодня я разбираю ваши треки, которые вы мне прислали. Если хотите, чтобы я разобрал ваш трек, и вы были публично высечены, присылайте свой трек на мой e-mail. E-mail будет внизу в описании. И WAV-файлом обязательно. Не MP3, не флаг, ничего. Просто WAV-файл готовый. И напоминаю, что в приоритете по разборам у меня всегда спонсоры. Те, кто помогает нашему каналу, поддерживает наш канал. И огромное спасибо спонсорам. И если хотите, чтобы я разобрал ваш трек, подписывайтесь на спонсорство. Тоже будет ссылка в описании. И присылайте треки. Первый трек называется «Грезы». Автор Алексей Соков. Ну, я все-таки скажу, Алексей учился у меня года 4 назад, может даже 5, и прошел все 4 уровня обучения, то есть все 4 ступени. Я доволен, как он свел этот трек, он же автор текста, он же автор музыки. Послушаем. Не будем целиком, я поставлю куплет-припев и потом обсудим. Идет ураган, как ветер качает верхушки деревьев. Мы точно знаем, что это финал, и знаем, что нет нам с тобою спасения. А птицы устали жить в небесах и ищут место, чтобы укрыться. Ветер свивает верхушки реклам, и небо, похоже, готово свалиться на нас с тобой. Смотрю, как падает небо, смотрю на последние звезды, считаю минуты мира в надежде на то, что это лишь грезы. Ну, вот такой трек. Да, что интересно, сегодня вы прислали, у нас 3 трека, и все 3 трека в стиле рок. Ни хаос, ни брейкбит, ничего другого нет. Значит, куплет. По составу инструментов, ну, я думаю, все слышали барабаны, поскольку это ударная установка, мы не говорим кик, снейр отдельно, хэт отдельно. Ударная установка, бас и фортепиано. То есть такой очень минималистичный первый куплет. Во втором куплете добавляется гитара, таким образом появляется развитие. По форме куплет-припев, в общем, достаточно классическая форма. Куплет-припев, куплет-припев, гитарное соло на гармонии припева и еще один припев. Куплеты отличаются друг от друга по аранжировке, то есть если первый минималистичный, то во втором там уже появляется гитарка, по-моему, даже еще что-то появляется. Вот это первый. Ты видишь, как к нам идет ураган. Это второй. Просто последние листья из осени нам не сбежать никогда. Ну, посмотрим припевы, как отличаются друг от друга или нет. Первый, второй и третий. Нет, не отличаются. Контрапункт есть основная драйвовая гитара, есть контрапункт, который звучит на заднем плане, его не очень четко слышно, но если прислушаться, то вы его услышите. Во втором даже припеве, по-моему, его больше и более четко слышно. И третий. Ну,
тут меняется и партия ударных, и появляется ответ и бэк-вокала. То есть по форме все как раз выдержано. И кульминация это, конечно, это последний припев. Соло гитарное на припеве, на гармонии припева. Вот оно. После гитарного соло есть яма, такой брейкдаун, из которого мы выходим опять в припев. Достаточно классическая форма. Состав инструментов тоже достаточно классический. Какие у меня замечания по этому треку? Ну, на самом деле замечаний в принципе нет. Я очень доволен работой Алексея. Я очень доволен, что он не зря отучился 4 ступени. Потому что, ну, как бы это действительно хорошая, добротная, крепкая работа. Тем не менее, я позволю себе попридираться. Первое, что меня смутило, первое, что меня смутило, тесситурно вокал в куплете звучит невыигрышно. Вот если в припеве девушка садится прямо туда, куда надо, и это все прям очень здорово, то куплет, мне кажется, немножко неубедительным. Но, собственно, это исполнение, а не сведение. Второй момент – это малый барабан. Судя по всему, малый барабан, ну, я вроде уточнял, Алексей сказал, что он подмешал еще сэмпл к живому барабану. И это сделало его несколько однообразным. И вот если в припеве это слушается хорошо, то в куплете он начинает как-то тянуть одеяло на себя, плюс слышно, что это вот этот сэмпл, и вот это меня тоже немножко раздражает. Ты видишь, как к нам идет ураган, как ветер качает верхушки деревьев. Давайте послушаем сайт составляющую. Ну да, там холл там есть красивый и на вокале, и на малом барабане дополнен. Видимо, это уже не живой холл. Но все равно как-то немножко он тянет на себя в куплете. А в припеве все как-то срастается за счет драйвовых гитар. Ну и последнее, на что я обратил внимание, это плохая моносовместимость гитар драйвовых в припеве. То есть нажимаешь моно, и гитары схлопываются, и практически уходят очень далеко на задний план. Да, надо сказать, что здесь очень хорошее, правильное решение. То есть, но обычно что делают? В припеве пишут гитару дабл-треком. То есть она у нас двойная, сдвоенная, да? А здесь нет. Здесь гитара одна, партия одна, что и правильно. И она расширена. За счет чего расширена, не могу сказать точно. Либо стереодилей широкий, либо, не знаю, может быть, какой-то питч или еще что-то. Не могу сказать, как он ее расширял. Вот. А по моносовместимости, конечно, получилось не очень, потому что если в стерео гитар много, то в моно их практически нет. Хлоп, и они ушли. Практически нет, да, то есть бас остается, а гитар практически нет. Вот, ну, по сути, собственно, это все. Теперь давайте попробуем объективно оценить эту фонограмму, фонограмма грезы. Ну, вот даже я не знаю, малый барабан, это понятно, что, да, может быть, надо было сделать чуть меньше сэмпла, он прям сильно доминирует. Тогда малый барабан бы сел на свое место. Сейчас он немножко торчит, немножко тянет одеяло на себя. Это, наверное, все-таки музыкальный баланс. Поэтому к музыкальному балансу мы поставим 4. Вот. А вот то, что гитары схлопываются, даже не знаю, к чему отнести лучше. Ну,
По идее, это, в общем-то, моносовместимость, значит, это, наверное, все-таки пространство. С другой стороны, то, что они схлопываются, это, значит, есть фазовый сдвиг между левым и правым каналом. Можно сказать, что это и к спектральному балансу имеет отношение. Ну, наверное, это все-таки больше к пространству, да? Широта фонограммы, широта стереобазы и плохая моносовместимость. Поэтому по спектральному балансу у меня претензий нет. Ставим 5. По пространству только вот из-за этих гитар. Все остальное мне очень нравится. Все планы, все прямо вот села так, как нужно. Поэтому по пространству 4. По плотности у меня нет вопросов. Все плотно, все драйвово, все очень хорошо. По прозрачности нет вопросов. Даже в припеве под драйвовыми гитарами вокал отлично прослушивается и отлично читается. Итого у нас получается 23 балла. 23 балла. Хорошая работа, и я все-таки придрался к ней. Следующий трек называется You and I. Ну, также послушаем куплет-припев, а потом обсудим работу. Hiding it all. You have been hiding your beautiful eyes from me. But I already know. I know your thoughts and I know your intentions. You've been scared of your love. You have been hiding from things that were new for you. But completely involved. Baby, I know you're involved in this madness, so You and I, and the world is turning round us. You and I, and car is slowly taking us right into the night. My mind cannot be changed, girl. I wanna taste, I wanna breathe this pretty smell of madness. I've been hiding it all. I have been hiding my soul from your eyesight, but Тоже достаточно традиционная форма, куплет-припев, интересные вот эти рэповые ответы. Одна яма, насколько я понимаю. И из брейкдауна выходим опять в припев. Плохо. You and I, and the world is turning round us. You and I. И тоже кульминация на последнем припеве. Там еще одна гитара добавляется. Ну, достаточно все очень правильно сделано. При этом куплеты, проверим куплеты. You've been hiding it all. you have been hiding your beautiful eyes from me. I've been hiding it all. I have been hiding my soul from your eyesight, But but you already know. you know my thoughts and you know my intentions. You've been hiding it all. You have been hiding your beautiful. Нет, куплеты одинаково сыграны. То же самое. Ударная установка, бас и гитары в припеве. You You and I, and the world is turning round us. You and I, and car is slowly taking us right into the night. Какие у меня замечания по этому треку? По музыкальному балансу все, в принципе, неплохо. Единственное, на мой вкус, ответы я бы сделал чуть тише. Они ощущаются так, как будто они ближе, чем лид-вокал. Это в куплетах. Не хватает развития, да, куплеты одинаковые, по аранжировке все одинаково сыграно. Что еще из замечаний? Обратил внимание, что открытый хэт звучит на порядок громче, чем закрытый. Это значит недостаток компрессии на дорожке хэта. Это слышно в куплетах. Когда появляется открытый хэт, то он прямо сразу такой выскакивает вперед. You've been hiding it all. you have been hiding your beautiful eyes from me. But I already. Что еще мне не понравилось? Каким-то удивительным образом, когда мы входим в припев, бас пропадает. То есть его становится очень мало. Либо басист поменял штрих,
играл другим штрихом, и надо было компенсировать или компрессировать бас, тогда бы он не проваливался. А сейчас он явно совершенно проваливается при переходе из куплета в припев. Completely involved. Baby, I know we're involved in this madness. You and I, and world is turning round us. You and I. Меняется малый барабан, звучание от куплета к припеву. Completely involved. Baby, I know we're involved in this madness. You and I, and world is turning round us. You and I. У него какая-то составляющая неприятная в районе где-то 4 килогерц. Такой очень резкий. То есть слышно, что компрессия, явная такая компрессия, она слышна, эта компрессия. И чуть-чуть меняется настройки по-малому. Completely involved. Baby, I know we're... Либо подмешали тоже сэмпл какой-то. Ну, как-то, в общем, это грубовато получилось. То, что бас проваливается, это вообще совершенно непонятно. И как это можно было не заметить? Прям переходишь в припев, и баса нет. И перед первым припевом есть какой-то сабниз, непонятный, но он явно совершенно слушается как брак. You, You and I, you, you and I, and world is. Ну и вообще здесь фонограмма ощущается, как будто она перегружена. you. You and I, and world is turning И как раз из-за этого сабниза. А вот во втором припеве такого уже нет. I've been hiding it all. You and I, and world is turning round. Know we're involved in this madness. You and I, and world is turning round us. You. Во втором нет и в третьем нет. А здесь вот только в одном месте в первом припеве есть. You and I, and world is turning round us. You and I, and time slowly taking us into the night. Давайте попробуем объективно оценить субъективные критерии оценки. Да? Значит, по спектральному балансу. Да нет вопросов. Нет вопросов. Все, в принципе, нормально. 5. По музыкальному балансу. Ну, провальный бас в припеве, это, конечно, серьезно уже, да. И замена малого барабана в припеве тоже не самый удачный вариант, поэтому, наверное, ну, 4. 4. Пространство. Пространство есть, пространство читается, все достаточно понятно, ясно. Ну, наверное, нет оснований снижать балл. Но хотя, в общем-то, хотелось бы более почище все это, более понятно. Поэтому 4. По плотности. Ну, фонограмма плотная, да? Фонограмма настолько плотная, что в одном месте мы четко словили дисторшн, перегруз. Это перед первым припевом. Она пережата на мастеринге, то есть мастеринг не очень удачный, поэтому 4 все-таки. Ну, на самом деле, просто ее очень, очень туго зажали в колбасу. И по прозрачности. По прозрачности, ну, тоже, наверное, 4. Итого получается 21, да? Да, 21. Ну, тоже неплохой результат. Ну вот, и теперь 3. Проект называется «Старый друг», трек называется «Воздух». Давайте послушаем также куплет-припев. И опять рок. Опять у нас рок. Слушаем. Старый друг, ты меня прости, я сбился совсем с пути. Этот мир меня проглотил, и в нем я совсем один. В этой клетке бетонных стен я немощен стал и слеп, и мир меня целый съел, намазал меня на хлеб. Здесь на карте больших городов кто же я, кто? Там, где хлещет по спинам плеть, мне выпало петь.
И сплетение запутанных схем. С кем же я, с кем? И я блуждаю среди людей. Где же я, где? Старый друг, ты меня прости. Ну вот, такой трек. Значит, сколько у нас куплетов? Сейчас посчитаем. Первый, Старый друг, второй, старый друг, ты меня. соло. Здесь на карте больших гор. Как мне душу свою Третий. согреть под светом холодных звезд. Здесь на карте. Значит, у нас получается 3 куплета, гитарное соло и длинное-длинное аутро. Из-за этого трек получился очень длинным. 4,5 минуты, почти 5 минут. Да? Это раз. Второе. Абсолютно нет развития. То есть все куплеты, все припевы с одной гитарой абсолютно одинаковые. Это минус очень серьезный. Да? То есть, ну, как бы нет развития, нет движения. По музыкальному балансу. Ну, вот в роке голос так не может звучать, да? Если бы это был шансон, да, согласен. Для шансона голос нормально. Для рока это очень много вокала. Вокал просто запредельно зашкаливает, очень громко. Гитара при этом занимает второй план. Очень не понравился малый барабан. Обработка, в принципе, барабанов мне не понравилась, потому что они вялые и глухие. И если вот в предыдущем треке там была или перекомпрессия, или что-то, или какой-то сэмпл с неудачной эквализацией, то здесь они просто мутные. Они мутные, без атаки. Старый друг, ты меня прости. Я сбился совсем с пути. Этот мир меня проглотил. Но мало баса. Явно совершенно мало баса. То есть, ну, при таком кике, кик читается, и кик есть, кик нормальный, но бас там вообще где-то очень-очень далеко. Ну и плюс однообразие. Если в предыдущих 2 треках гитару расширяли, и, кстати, во втором, по-моему, тоже там такая же ошибка, там тоже плохая моносовместимость, да, то здесь ее никто ничего не расширял. Она вот как играет, так и играет от начала и до конца. И никакого расширения нет, дабла нет. Из-за этого все звучит очень узко. Совсем один в этой клетке бетонных стен. Я немощен стал и слеп. Совсем один в этой клетке бетонных. Ну, кое-что можно все-таки подправить в этой фонограмме. Недостаток баса можно компенсировать за счет эквализации в нижней части спектра. Как раз это где-то не выше бочки, но там, где находится бас. И чуть-чуть прижать вверх, и она станет более такой напористой фонограммой. Вот посмотрите. Совсем один в этой клетке бетонных стен. Я немощен стал и слеп. Может, не так радикально. И мир меня взял и съел, намазал меня на хлеб. Здесь на карте больших городов. Кто же я, кто? Там, где хлещет по спинам плеть, мне выпало петь. И в сплетении запутанный. Ну, поверху даже может быть и не обязательно коррекция. Теперь давайте попробуем объективно оценить эту фонограмму. Ну, музыкальный баланс. Ну, с таким шансонным вокалом, конечно, тут мне музыкальный баланс очень сильно пострадал. И плюс неубедительные барабаны, провальный бас. В общем, достаточно много всего. Плюс отсутствие развития, отсутствие формы как таковой. По спектральному балансу, опять же,
Поскольку мы чуть-чуть прижимали вверх, хотя, в общем-то, это может быть и не совсем правильно, может и не нужно, но вот опора внизу ему хорошо бы помогла. И при том, что, в принципе, эта фонограмма очень простая, тут барабаны, бас и гитара, больше, в общем-то, ничего и нет. Такой ясности не получилось. Ошибки по компрессии, это все, конечно, тоже дает о себе знать. Соответственно, спектральный баланс, ну хорошо, давайте не будем жестко, 4. Пространство. Опять же, вокал, ошибки в музыкальном балансе, вокал, торчащий вперед, не дает нормально прочитать барабаны, гитары, и чтобы они были убедительными. Поэтому пространство здесь, ну, на 3. Но плотность. Опять же, торчащий вокал не позволяет сделать фонограмму плотной, потому что он доминирует над всем остальным. Фонограмма не получилась плотной. И опять же, торчащий вокал не позволяет поставить нам хорошую отметку на прозрачность из-за того, что вокал впереди, а все остальное сзади, и, соответственно, все остальное читается гораздо хуже. Вот так вот, смотрите, одна ошибка в музыкальном балансе приводит к тому, что все остальные параметры просто уже на 3 балла. Ну и, соответственно, у нас 1 4 и 4 3. Получается 16. Но, соответственно, «Грезы» — лучшая фонограмма на сегодняшнем разборе. Поздравляю! Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на спонсорство, присылайте свои WAV-файлы на почту. Я буду делать разборы такие примерно раз в месяц, разбирать ваши фонограммы и разбирать ошибки, которые мы услышим вместе. Всем хороших миксов, всем пока.